Штурм Грозного – эпизод Первой Чеченской войны, в ходе которого разгорелись ожесточенные бои за чеченскую столицу город Грозный. Военные РФ задействовали около 250 единиц бронетехники. Они атаковали город с 4 сторон: северный генерал Константин Пуликовский, западный генерал Иван Бабичев, северо-восточный генерал Лев Рохлин и восточный генерал-майор Николай Стаськов. Тяжелые двухмесячные бои завершились взятием города за 3 дня группой генерала Рохлина. В 1990 году, в ходе распада Советского Союза, была провозглашена Декларация о государственном суверенитете Чечено-Ингушской АССР. В 1991 году была создана Чеченская Республика Ичкерия, которая ставила своей целью выход Чечни из состава СССР и РСФСР. Была официально провозглашена независимость ЧРИ от РСФСР и СССР. Республику покинули вооруженные силы и представители власти Российской Федерации, фактически оставив в республике складские запасы вооружений. В 1993 году в ЧРИ начинается конфликт между президентом и парламентом. К 1994 году конфликт перерос в вооруженное противостояние, где с одной стороны действовали сторонники избранного президента республики Джохара Дудаева, а с другой оппозиция в виде Временного совета Чеченской Республики. Власти Российской Федерации открыто поддерживают Временный совет, в том числе вооружениями и специалистами. Вооруженные столкновения достигают наивысшего накала к осени 1994 года, происходит ряд рейдов оппозиции на Грозный. Неоднократное обращение к самопровозглашенному руководству Чечни президента России Ельцина, правительства, российского парламента с предложением нормализовать обстановку в республике, пресечь деятельность незаконных вооруженных формирований, согласиться на проведение переговоров никаких положительных результатов не дали. 29 ноября Совет Безопасности РФ принял решение о военной операции против Чечни. По воспоминаниям министра обороны РФ Павла Грачева о заседании Совбеза РФ. Доклад о текущем моменте делал министр по национальным вопросам Егоров Николай Дмитриевич. Он говорил, что в Чечне все нормально. В результате работы с населением мы достигли прогресса. 70% чеченцев ждут, когда войдут российские войска. Остальные 30% в основном нейтральны. Сопротивление окажут только отщепенцы. Ельцин выдвинул ультиматум: либо в Чечне прекращается кровопролитие, либо Россия будет вынуждена пойти на крайние меры. 30 ноября Ельцин подписал указ номер 2137-С о мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики, предусматривавший разоружение и ликвидацию вооруженных формирований на территории Чеченской Республики. 30 ноября в соответствии с указаниями ГШ ВС РФ войска СК, ВОИВВ МВД приступили к подготовке и планированию операции. К 5 декабря создание группировок федеральных войск на Моздокском, Кизлярском и Владикавказском направлениях было в основном завершено. 9 декабря Ельцин издал указ номер 2166 о мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне Осетино-Ингушского конфликта. Согласно его положениям, правительству РФ поручалось использовать все имеющиеся у государства средства для обеспечения государственной безопасности, законности, прав и свобод граждан, охраны общественного порядка, борьбы с преступностью, разоружения всех незаконных вооруженных формирований. В тот же день правительство РФ приняло постановление номер 136 об обеспечении государственной безопасности и территориальной целостности РФ, законности, прав и свобод граждан, разоружение незаконных вооруженных формирований на территории ОР и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа. В соответствии с указом президента РФ в 7 часов утра 11 декабря 1994 года начался ввод войск РФ на территорию Чечни 4 колоннами в направлении Грозного. Замыслом операции предусматривалось, наступая с северного, западного и восточного направлений, войти в город и во взаимодействии со спецподразделениями МВД и ФСК захватить президентский дворец, здание правительства, железнодорожный вокзал,
другие важные объекты в центре города и блокировать центральную часть Грозного и микрорайон Катаяма. С северного направления два штурмовых отряда группировки войск «Север» и штурмовой отряд группировки «Северо-Восток» имели задачу, наступая в отведенной им полосе, блокировать северную часть города и президентский дворец с севера. С западного направления два штурмовых отряда группировки войск «Запад», наступая в отведенной полосе, должны были захватить железнодорожный вокзал, а в последующем, двигаясь в северном направлении, блокировать президентский дворец с юга. В результате действий этих группировок и блокирования магистральных улиц должен был образоваться сквозной коридор. С целью исключения боевых действий в западной части города и перегруппировок противника в тылу, десантники должны были блокировать заводской район и микрорайон Катаяма. На восточном направлении два штурмовых отряда группировки войск «Восток», наступая вдоль железной дороги Гудермес-Грозный, далее в направлении проспекта Ленина, имели задачу, не выставляя блокпосты, выйти к реке Сунжа, захватить мосты через нее и, соединившись с войсками группировок «Север» и «Запад», блокировать центральный район города в горловине реки Сунжа. Таким образом, предполагалось, что в результате действий федеральных войск по трем сходящимся направлениям основная группировка Д. Дудаева, находящаяся в центре города, оказалась бы в полном окружении. В этом заключалась основная идея замысла, рассчитанная на минимальные потери федеральных войск и исключающая огневое воздействие по жилым и административным зданиям Грозного. Расчет строился также на внезапности штурма.